Познаем Китай, об экономике, о бизнесе и не только. Мои знакомые, занимающиеся производством, подарили мне 2 пары джинсов. Я случайно посмотрел на логотип бренда, в результате я увидел строку на английском «Made in Cambodia», что меня очень удивило. Переспросил их. Оказалось, сейчас у них кроме Китая есть производство и в Камбодже, и во Вьетнаме. Помню, как в начале 90-х годов наблюдал на лейблах основные слова «Made in China». Сталкивались с этим? Сделано в Китае по многим продуктам. После вступления в 21 век Китай постепенно стал крупнейшей в мире производственной страной, и производственная продукция экспортировалась по всему миру. К 2020 году, во время новогодних праздников, я фактически одеваю джинсы, произведенные в Камбодже. Промышленный трансфер обрабатывающей промышленности Китая, особенно там, где требуется много рабочей силы, то есть в трудоемкой обрабатывающей промышленности, начался в 2008 году и постепенно стал тенденцией после 2011 и 2012 годов. Тем не менее, Юго-Восточная Азия является наиболее важным регионом среди производственных стран, которые пытаются перенять китайскую промышленность. Среди них Вьетнам является самым популярным. Например, у 2 крупнейших брендов спортивной обуви в мире, Nike и Adidas, сегодня нет заводов в материковом Китае. Все фабрики перенесли во Вьетнам, а обувь, произведенная в этой стране для Adidas и Nike, это более половины мирового производства этих брендов. В 2019 году даже многие китайские компании переносят швейные фабрики, обувные производства, мотоциклетные фабрики и так далее с провинций Гуандун, Фуджиен во Вьетнам, Мьянму, Камбоджу, Индонезию и другие страны. С прошлого года возникли торговые трения между Китаем и США. Трамп подчеркивал во многих выступлениях, что мы не должны бояться потерять заказы из Китая, потому что многие продукты, производимые американскими компаниями в Китае сегодня, могут в будущем быть произведены странами Юго-Восточной Азии, такими как Вьетнам. Тогда возникает вопрос, может ли страна Юго-Восточной Азии во главе с Вьетнамом полностью проглотить производственные мощности Китая? Как возможно заменить Китай в качестве следующего мирового завода? Давайте вместе проанализируем их достоинства и недостатки. Преимущества 2. Первое – это трудовые ресурсы. Второе – это логистика. Общее преимущество стран Юго-Восточной Азии состоит в том, что население является молодым в возрасте до 30 лет, составляет более 50% от общей численности населения, а рабочая сила дешевле, чем в Китае. Сегодня во Вьетнаме средняя месячная зарплата фабричного рабочего составляет около 1500 юаней или 15 тысяч рублей, грубо. В Мьянме или Камбодже это 600 юаней или 6000 рублей в месяц, что означает, что стоимость рабочей силы в этих странах составляет 1/3 до 1/8 от китайской. Второе – морской транспорт. Китай экспортирует одежду, обувь и другие недорогие товары в Европу, на Ближний Восток и в Африку, поэтому большой логистический поток – это морской путь и проходит через Малакский пролив. Однако из-за уникальных географических условий страны Юго-Восточной Азии имеют более короткие маршруты и собственные порты, что отражает их ценовое преимущество при транспортировке, логистике. Но недостатки этих стран также очень очевидны. Во-первых, это неполная цепочка поставок. Многие виды сырья, детали, оборудования и тому подобное необходимо экспортировать из Китая. Например, 70% экспорта Камбоджи приходится на одежду. А ткани и аксессуары необходимо получать из Китая, что очень похоже на политику Китая в отношении добавок 3+1 в начале 1980-х годов. Сырье и оборудование для производства импортируются из-за рубежа. Производство использования трудовых земельных затрат, а промышленные товары отправляются в другие страны. Другой пример – Вьетнам. В 2018 году торговый дефицит Вьетнама с Китаем составил 160 миллиардов долларов США. Видимо, что обрабатывающая промышленность Вьетнама зависит от Китая. Более того, это технология производства и управления качеством труда. Качество рабочей силы в странах Юго-Восточной Азии, как правило, низкое. И Китай находится в глобальной производственной сбытовой цепочке.
Я думаю, что самое ценное в Китае в настоящее время это 165 миллионов, думайте, 165 миллионов квалифицированных технических работников или технарей. Все они получили хорошее профессиональное образование и очень трудолюбивы и дисциплинированы. На данный момент ни Юго-Восточная Азия, ни Индия, где проживает большое количество населения, не могут сравниться с Китаем, даже в краткосрочной или среднесрочной перспективе. С точки зрения общего масштаба мощности мирового производства в странах Юго-Восточной Азии все еще сильно отличаются от мощностей в Китае. В 2019 году крупнейшая производственная база Юго-Восточной Азии, Вьетнам, его масштабы экспорта составили 243,5 миллиарда долларов США, что составляет практически нулевую долю Китая. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе высока вероятность того, что эти страны превзойдут Китай по производственным мощностям и масштабам определенных категорий. Это тенденция глобального промышленного переноса, и Китай будет испытывать различные трудности. Но в то же время она также создает пространство для новых возможностей трансформации, модернизации обрабатывающей промышленности Китая. Уважаемый слушатель, вопрос для вас. Как вы относитесь к продуктам, сделанным в Китае, Made in China? Комментарии оставляем под этим видео.